Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Люди в бомбоубежище идут, бегут с пакетами, потому что другого выхода нема. В квартире оставаться, но небезопасно. Пацаны работают, разминируют, ну, знаешь, оно раз на раз не приходится, везде снег. Это сейчас вот подтаяло. Вот видишь, павильон. Пожалуйста. Faut que ça va tomber là. Сейчас ответка прилетит. Ça va tomber. Спокойно, спокойно. Дай ему водички. Это скорая. Смотрю, коляска стоит, а ниточек нет. Я думала, их совсем нет. Подхожу, они лежат, как солдатики, Кима без головы. Я только увидела эту дырку, которая у нас на все лицо открылась. И дышать она не могла. Диму уже не спасти, а Олечку, мою дочь. Врачи пытались спасти. Сделали ей табло.
Операция была очень сложная. Там и почки, и селезенка, и легкая. Но сознание даже не пришло. Крови много очень потеряла. Много приехало людей сдать кровь. Но уже ничего не исправить. Дочечка умерла. София чудом осталась жива. Я не знаю, как это. Она была с ними в колясочке. Колясочку всю разрывала на кусочки. Она плачет. И ручка телепается. И это пальчики все висят. Покажу, не вижу. Дело в том, что я попала сюда вместе с дядей, вместе с старшей дочкой муж. Дядя стояли на остановке, как шарахнул. Одно хочу сказать, надо молиться только Богу, только молиться, и вот это все наше спасение. За наши грехи мы вот это получаем, потому что мы откоснулись от Бога, повернулись задом до Бога. И поэтому мы это... И я так понимаю. А как кто другой как понимает, я не знаю. Французский журналист приехал специально, чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Покажем. Вот именно она, мы ж, поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Верьте Это нам, специально конечно. человек. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. Не струсятся. Сегодня грады пошли, он всех зателепало. Это те, вот, которые с лета, они ж тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Поуезжали, поприезжали опять, а куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видят. Потому что солнца нет. Это что, вот дети сидят, это что, террористы? Вот что это за страна, в которой свои же своих убивают.
детей, стариков и прочих. Что это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит, наши дети будут учиться, а ваши пусть по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел, семьи поразделялись, бомбежки, войну такую устроили, такие времена, дети гибнут, дома Сепаратисты, рушатся. где тут Попробуйте сепаратисты? восстановить теперь это все. Вот бабушка задыхается каждую ночь. Ей надо в больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, когда у вас убили 12 человек. А когда у нас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. В подвале его инсульт схватил, и он тут умер. Они разве за людей нас считают? Я жительница поселка Коммунар. Проживаю здесь уже 44 года. 16 августа к нам зашли украинские войска. Они здесь себя вели очень отвратительно. Мы жили 36 дней в подвале, без воды, без света. В бочках возили воду сюда. Такую, что ее пить невозможно. Да, понапиваются люди, травятся, но бочки вообще в каком году были. Кушать варили с этой воды. У нас возле подъезда стояла печечка такая, с камешка выстроена. Они проходят либо утром, либо в обед. Еще говорит, сепаратисты, тут вот вы хотите, раз печку сапогом врезал, сбил и все. Заходили в подвалы, где люди сидели, мирные жители с маленькими детьми. Угрожали, зайдут, напьются и говорят, что кинуть сепаратисты вам гранату, чтобы вы тут повзлетали. Тоже женщину встань, ляжь, ложили на пол под автоматом, вставай, ложись, вставай, ложись. Да, издевались над людьми как могли. Там у нас жили на первом этаже сожители. Они все, людей за водку продавали людей. У нас из-за них погиб мальчик, Коломицев Никита. Он стоял был в ДНР, да, на блокпосту этот мальчик, потом он вернулся домой, и они его за водку продали. Украинская гвардия, что он стоял там и там, и напились и говорят, а ты, Никита, расскажешь, где ты стоял, что? И этого мальчика забрали, здесь в клубе издевались, били, отрезали ему уши и выкинули его в шахту номер 22 на телефон. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот мы. Сколько находили на шахте на 22 и беременную женщину с отрезанной головой. И так сколько находили людей. Руки связаны, рот скотчем заклеенный. Это ж вообще, это садисты. Кто без ушей. Все понятно, но при чем здесь мирные жители? Зачем над людьми издеваться? Если кто-то не может где-то что-то поделить, причем здесь Шахтерский поселок, люди работали в шахтах. Все это самое семейное, все это, как-то так вот получилось, что люди как ненужный элемент оказались мы здесь, рабочие. Людей понаходили без голов, без ушей, очень много людей. И много таких дел было? В данном районе 4 тела. Но это дело в том, что наши ребята, местные жители,
Что характерно, люди расстрелянные с расстояния 50 метров, руки связанные за спиной. Вот здесь в первом могильнике двое ребят местных. Вот здесь в этом могильнике обнаружено 2 женщины, 1 беременная и мужчина. Также само расстрелянные с расстояния 50 метров. Меня зовут Андрей, я бывший служивец Збройных сил Украины. Призывался в 2013 году, когда еще не было военных действий, и служил в городе Одессы, во внутренних войсках. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года? Был сожжен дом профсоюза вместе с людьми, которые находились внутри, которых загнали вовнутрь. Рядом находился лагерь русскоязычных, тех, кто протестовал против запрета русского языка. Просто украинские националисты автобусами приехали разогнать русских активистов. И все, кто там были, даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали в дом для защиты. Никто не ожидал, что его так просто возьмут и подпалят. Пытаясь спастись от угарного, чтобы не сгореть, люди выпрыгивали. Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе, уносили. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном люди в масках избивали до смерти. Кто эти люди в масках? Наверное, правый сектор. Почему Национальная гвардия не помешала правому сектору? Простой солдат выполнял всего лишь приказы, нам приказ никто не дал. Сказали просто стоять между, и все. И почему они это все делали? Хотели истребить, мне кажется, русское население. Потому что им не понравилось, что русские активисты там вышли на какой-то... И сколько погибших было в Одессе? Около 50 человек. Арестовали ли виновных в этом происшествии? Поступали какие-то приказы из Киева, выше их отпускали просто, ни в чем не виноватых. Так вот все это, в принципе, происходило. Потому что я как всю жизнь прожил здесь, в Донецке, в Донецкой области, мой родной край. И когда начали посылать на родную землю, я не мог просто пойти убивать своих братьев, сестер, родных, близких. Мне как Донецкий край родной по духу, я сам отсюда. Я решился на такой отчаянный шаг, что я лучше погибну здесь среди своих близких, чем буду там отсиживаться где-то или стрелять в своих же. Я не смог просто так. И поэтому я сбежал с украинских военных.
Это прямо ехать или останавливаться? Вот она, звездная жизнь. А это мы вот живем 8 лет. Ой, 8, извините, 8 месяцев. Уже мозги вместо кисель. Вот. И родственники все поразъезжали, все это самое. А мы остались. Где-то, говорят, вот кричат, что надо уехать. А с чем уехать? Где-то ехать нужны деньги. Мне 65 лет. Где я нужна? Работы нигде нет. Вот. И с таким здоровьем, с таким возрастом, так же, как и молодежь. Вот. И они говорят, вот в России гнобит нас вот это. Предоставьте работу здесь людям, на Украине. Вы же уничтожили все, вы же все шахты, заводы, вы же все позакрывали. Ничего же нет. Где людям работать? Вот и вынуждены люди ехать туда, где им предоставляют работу. Ищут, не зря говорят, рыба где глубже, человек где лучше. — 150 человек в этом помещении мы сначала находились. А это Лиза, это кошка заводская. Она здесь живет. Это наша кошка. Мы здесь с ней 8 месяцев. Вот. А дети, я говорю, что как начали бомбить 25 июля, я же говорю, что мы еле детей вывезли отсюда. Под бомбежками и все. И скитаются сейчас. Ну, как внучка говорит, бабушка, если бы не война, говорит, я бы не побывала ни в Белоруссии, ни в России. Вот, говорю, лучше бы не было этой войны, лучше бы ты так проехала и в Белоруссию, и в Россию, чем сейчас вот это так. Ну, не знаю, меня просто вот это общество европейское поражает. Как это так? Вы же видите, что идет, братоубийственная война, гражданская война. Неужели нельзя повлиять на них? Неужели нельзя принять меры к нашему правительству? Что мы тоже украинский народ, хотя мы родились в Советском Союзе. Да, я не против того, что я родилась в Советском Союзе. Но мы жили, не существовали так, как вот мы сейчас существуем. Волочим вот это существование. Действительно, он сказал, что бомжи у них живут лучше, чем мы. У меня есть квартира, есть где спать, есть где сесть за стол. То я там не могу находиться, потому что я не знаю, в какой момент они начнут бомбить. Главный врач города Первомайска. Значит, мы видим практически ежедневно, как страдает население не только от тех обстрелов и получая оскольчатые ранения, но всплеск. Идет психотравма населения, вот, рост психических заболеваний, инфаркты. Практически ежедневно приводятся люди с инсультами, тяжелейшие. Обстреливают не только жилые массивы, но кощунство, когда стреляют по больнице. Как вы можете расценить, почему бьют по лечебным учреждениям?
И кто может вот оценить вот это вот, сказать, что кто, когда французы приехали сюда, врачи без границ, и врач скорой помощи, после того, как мы показали вот эти все развалины врачам без границ, в частности Франция, были итальянцы, поляки, и задали вопрос, возможно ли в 21 веке там это, вот эти вот такое, что происходит у нас сейчас в городе Шахтерском, Первомайске, то этот доктор крикнул «но, это нонсенс». И возможно ли происходить такое во Франции? Он кричал здесь, сидел за столом, что нет, такого не может быть в Европе, что происходит сейчас в Шахтерском городе. Вот. Таких жилых домов здесь очень много. Но если мы обратим внимание на позиции ополченцев, на комендатуру, на те точки, где находится ополчение, все здания, все позиции целы. Неужели украинская армия не знает, где находится их, ну скажем так, враг? Где находятся позиции людей, обороняющих этот город? Прекрасно знают. Но заметьте, стреляют по домам, попадают в жилые дома, попадают в инфраструктуру, детские сады, школы, больницы. Для чего стреляют именно по мирным жителям? Благотворительные обеды, можно сказать. С первое, второе, и взрослые, и для детей. Детям раздаем, когда приходит помощь гуманитарная, раздаем сладости. На праздники раздавали, на Рождество, на Николая Угодника, 19 декабря праздник был. Также давали детям подарки, они давали концерты в эти дни. Как бы духовная жизнь на приходе, она не остановилась. Жизнь так. Служба совершается, мы молимся. Погребения тоже. Кто остался в городе, есть случаи, когда люди умирают, приглашают на это. Кого на улице, кого на кладбище, кого дома, в квартире или в доме. Куда. Отпевание происходит. Конечно, вчера было похорон заказали, но в связи с тем, что стреляли, бомбили, отказали людям. Похоронили, а потом приходят, землю печатают, просто приносят в церковь. Конечно, самое первое, это чтобы Бог мир послал, чтобы прекратились эти. Это самое главное, что люди просят. Потому что она не закончилась. Можно верить в это. Не закончилась. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, куда вы едете с Бизоном? А? Объясните, пожалуйста, куда вы едете с Бизоном? На Рублевку. Вчера на чуть-чуть дали, позавчера и вчера дали, а до этого дней 10 не было воды. Потому что насос был сломан.
На Рублевке тоже не было люди, хоть там набегают. А там идем помогать. Там потому идет что вода, когда насос нормальный. там кормят, идем помогать, не успеваем. Смена, мы работаем с 8 утра и людей начинаем кормить с 12 до 2. Люди обедают. Первое мы готовим, второе и чай горячий. И сколько за раз вы принимаете человек? От 320 до 400. 370 у нас вот было вот позавчера, вчера. И какие категории граждан обедают здесь? В основном пожилые люди все, бабушки, дедушки. А школьники? Детей мало очень. Кто, если только с собой детей приводят. Все по бомбоубежищу, да, скорее в всего. подвалах, да. И сколько у вас здесь работников? 4 на кухне и 6 человек. И все вы, получается, волонтеры? Да. Добровольцы? Мы жили до войны, ну как сказать, ничего хорошего тоже нам не было. Все мы ждали, чтобы был хороший президент, чтобы нам жизнь лучше сделали. Ну ждали, чтобы лучше и лучше было. А лучшего так и не было, только хуже и хуже. И дождались войны. Ну а теперь война, это вы сами понимаете, что такое. Ну конечно, сейчас мы уже хоть, как говорится, вздохнем с облегчением, что прекратились вот эти бои. Ну надолго или нет, не знаю. Мы даже это не думали никогда. Никогда не думали. Я даже всегда, вот сколько как была, вот праздник День Победы, когда приходит это, я так все всегда думала, ой, думаю, как хорошо мы живем столько лет без войны. Ведь раньше всегда была война, и война, часто были войны. А мы сколько лет уже прожили без войны. И я думаю, Господи, я ее не видела в глаза, эту войну. И хотя бы прожить всю жизнь без войны и умереть без войны. А вот видите, в старости и пришлось увидеть эту войну. Где-то какой-то звук услышишь, ветром колотнет, какую-то железячку, крышу соседа там телепается. Уже думаешь, ой, наверное, это уже взрывы будут, уже где-то их расстреляют. Опасения вот такое не выходит из души. Все страхи так и стоят в душе.
Детям вот в соседнем подъезде детям. Конечно, конечно, давайте, я дам. Были макароны, все, как там в городе люди подходили, порасовали. Вот видите, в городе они там чаще. Сколько ж здесь это длилось? С 19 января по 18 февраля. День в день, утром, днем, вечером. А так, Тань, а у тебя что там? Окна тоже. Ну я тоже окна полностью. Но мне надо, если честно, надо менять окна полностью. В чем мы виноваты? В чем? Отрабатывали по 40 лет стажа на шахту работали. Муж умер, тоже 37 лет работал. И что мы виноваты? Ну что мы виноваты на сегодняшний день? Пенсию сейчас не выплачивают. Не выплачивают пенсию. Не нам, мы уже попроживали уже столько времени. На внуке, правнуке. У меня правнучке 2 месяца. И он не работает, она не работает. Я говорю, что не получают? Ну, получают они на детей, там вот это детское там, питание, памперсы, это все. А так надо ж кушать. Страдаем. Стояли пацаны, ну, такое ощущение, ну, во-первых, стояли с берданками, с дедовым, ну, автомат был один, по-моему, у них на весь блокпост. Это ополчение было? Да, ополчение. Ну, фактически здесь боевые действия были 7 месяцев. 24 июня и вот до нынешнего времени. Тут применялось огромное количество техники, больших калибров, артиллерия, особенно грады, вот эти тайфуны, в общем, вся вот эта вот техника массового уничтожения. Сам город Дебальцево пострадал. Тут нет дома, который бы не пострадал от боевых действий. Я вот живу рядышком, это обстреливалось предприятие, ну и досталось и мне. Очень хорошо досталось нашему двору здесь. Железная дорога, это пассажирская, самая большая сортировочная станция на дальше. А вот это вот пассажирская, тут все разрушено. Видите, тут, если восстанавливать, это не менее 2-3 лет. Ну, если все вернуть в такое состояние, как оно было, ну, вот это сильно большой урон. Людей в городе Дебальцево осталась, наверное, 5-я или 6-я часть. Много выехало, много погибло людей, потому что обстреливали. Будем выживать, как говорится, постараемся выжить. И чтобы будущее поколение не знало, что такое война. Тем более братоубийственная. Украинцы украинцев, русские русских, это немыслимо. Это самое страшное, когда брат идет на брата.
уже научились, как говорится, за это время определять, кто стреляет, чем стреляет и где будет взрываться. Ну, это ж вы, град, это, надеюсь, понимаете, что это за система градов такого массового огня. Вот это вон, градина, там. В общем, сыпалась, как из рога изобилия. А я вот это, как говорится, как память о войне. Вот. В цветах. Мы их собираем. Потом выношу их туда вот до пути. Выносим в ямы, которые то воронки, то засыпаем. Там град ударил, так мы туда в ямку выносим. Вот это все. Вот это, такого добра, вот так. Ну, конечно, то, что не взорвалось, то, что целое, мы приглашали саперов, они все это дело уничтожали. Ну, вы слышите, это сейчас такие взрывы, это идет уничтожение вот таких боеприпасов. Такого добра, вот так у нас. Пошли, Роберт. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Вторую, блядь, надо будет подумать, чему ты вижу. С мая месяца начали стрелять, когда аэропорт брали.
школу, вон видно, над входом град. Дальше над спортзалом град. Не было ни газа, не было ни воды, ни света. По 3, по 4 месяца. Ничего не было. Подстанция разбита была. И до этого не было ничего. Рынок разбитый, магазинов не было. Чтобы что-то купить, надо выезжать в город, на ЖД вокзал. Люди вот пятиэтажка. Один человек только живет, которому уехать некуда, и все, больше нет. Зимой отопления не было. Воды нет до сих пор там. И не прекращают. Перемирие наступило 15 февраля. За все это время только 2 дня не стреляли. Это мы собрали все железки, что осталось от дивана, от кровати, холодильника, вон плита. Нагреватели, все. Мойка, ну я не знаю, дивана, ну, вон, видите, то, что посуда осталась. Все. Когда было католическое Рождество, они праздновали Рождество свое. Да, и стреляли зажигалками, ракетами, фосфорными тут все небо сверкало. И вот и попало прямое попадание, у нас все сгорело. Вот здесь вещи мои лежат. Вот вещи. Мы вот сейчас вам они, покажем то, диваны, что мы выгребли. холодильники, вот они. Нам жить негде, и мы надеемся, что еще что-то будет, восстановление этого дома, поэтому мы пришли, вот, выгружаем здесь грязь, все, сказали, пока окон нет, у людей стекол. Фактически это нам предложили всего лишь общежитие. Хотя нам с декабря месяца мы бегаем, мы не знаем что, нас 3. Вот я, вот муж, и у меня внук. У меня умерла дочка, похоронена тоже здесь на кладбище, на которое я не могу пройти. Вот, и значит вот так. А внук у меня, я опекунство. И вот красавец аэропорт. Там вот сидел снайпер осенью, и он со мной игрался. Уже листва опала, и у меня вот стекло было, но сейчас стекол вообще нет. Все вот в таких дырках. Я не могла зайти на кухню. Свет мы вообще не включали, когда они залезли вот сюда в это. Это слов нет. И мы, знаете, я на корточках, чтобы плиту еще свет был тогда, чтобы включить, подогреть что-то. Мы считаем, на ползком ради. Вот, идите, гляньте, аэропорт, красавец. Ну, сейчас я думаю, что хоть бы наладился мир, я не знаю. Так хочется мира. Погиб он 14 февраля, ну это как бы день влюбленных, да, день Валентина. Ну я думаю, что он вообще был ребенок необычный, и даже день смерти тоже необычный. То есть все девчонки, ребята, мы, это день, который отмечается, никогда не забудется. Было ему 18 лет.
Назвали Георгием, потому что он 6 мая родился. По православному календарю 6 мая это день Георгия Победоносца. Это у нас Георгий. Но он не воевал с украинцами, понимаете, он воевал с вот этим беззаконием, с людьми, которые пришли убивать. Он говорил: мамочка, а кто тебя защитит? Кто? Кто защитит тебя и Сэма, меньшего брата? Поэтому, да, у нас есть знакомые, есть масса примеров, которые взяли оружие и пошли. Это и дети, и семьями ушли, и люди оставили бизнес. И, наверное, самое большое ошибочное мнение, когда считают, что здесь воюют российские войска. Ну, во-первых, русские и украинцы, как бы они ни говорили, мы все равно все славяне. И славяне по духу. То есть... Если бы здесь воевали русские войска, через неделю уже настал бы мир. Да. И Порошенко где-нибудь воюют дети. Сидел бы в Америке, вонючей. Нельзя так говорить. Резал бы жопу своему президенту Обаме. Нельзя такое говорить. Можно это говорить. Вот. Воюют дети, понимаете, дети берутся за оружие, 18, 19, 20 лет. То есть... Кстати, этот президент, который Порошенко, я на него, наверное, может быть, как никто возлагала надежды. То есть Турчинов развязал войну. И я думала, что придет законный президент, ну, пускай он не выбирался нашими регионами, но, по крайней мере, он был выбран остальной частью Украины, как бы так это преподносилось. И я думала, что у человека хватит, ну, здравого смысла остановить вот это, то, что началось. Нельзя было допускать войны, ее нужно было останавливать. Потому что кровь льется, и она льется с двух сторон. И теряют матери с двух сторон. А терять это всегда больно.